Закрыть гештальт. Это выражение мы используем в обычной речи в переносном смысле для того, чтобы завершить какие-то дела и продолжать двигаться вперед. Сегодня я вам хочу рассказать о том, как работает наш мозг в этот момент, есть ли эффект от незавершенных дел, ну а там закрывать гештальты или открывать вы решите сами. Меня зовут Марина Спивакова, я профессиональный коуч ICF и автор проекта «Школа эмоционального интеллекта». Ну что, поехали? Слово «гештальт» происходит от немецкого понятия, которое обозначает форму или целостность. Согласно этой концепции, мозг человека стремится к завершенности. Он не воспринимает мир как набор отдельных элементов. Незакрытые гештальты – это то, что будет раздражать нас в процессе движения вперед. Это как некие барьеры, как психологические зацепки, которые не дают нам быть спокойным и не дают продвигаться. С точки зрения эволюции, эти процессы, то есть гештальты, они были самыми базовыми. И когда человек что-то начинал делать, ему, скорее всего, это спасало жизнь. Поэтому было очень важно завершить то, что ты начал делать. Приоритеты были такие, да? И потом уже продолжать двигаться вперед. Гештальт-психология утверждает, что наш мозг стремится к тому, чтобы у каждой задачи было свое логическое завершение. И если мы этого логического завершения не достигаем, то в психике возникает чувство напряженности, а оно, в свою очередь, заставляет нас снова и снова возвращаться к этим незаконченным делам. С точки зрения эволюции здесь тоже все достаточно просто. Задачи, которые были начаты, считаются приоритетными и, скорее всего, были связаны с жизнестойкостью и благополучием личности в тот момент, когда это было важно. Поэтому сначала нужно было завершить то, что ты начал, а потом идти на поиски новых приключений. Как в обычной жизни происходят те самые незакрытые гештальты? Что это может быть? Это, например, какие-то отношения, которые были разорваны, но не произошло объяснения. И человек постоянно думает, а почему это произошло, а как это произошло, кто был виноват. То есть не были расставлены то, что называется точки над «и», и остается ощущение незакрытого гештальта. Проекты, которые были начаты и брошены, они тоже будут постоянно беспокоить. У человека будет возникать стремление завершить, доделать материал, что-то сделать с этим проектом, чтобы почувствовать, что вся эта история закончилась и пришла к своему логическому завершению. Что происходит в мозге в этот момент? Если упрощенно, та самая задача, которая не была завершена, она будет лежать в центре консолидации памяти. Этот центр называется гиппокамп. И постоянно будет возвращаться в нашу префронтальную кору. И они будут как будто бы перекидывать эту задачу. Одна часть мозга говорит, что это твое, оно не завершилось, а другая часть мозга говорит, да нет, подожди, я так и рассчитывал, и возвращает эту задачу обратно. И из-за вот этих вот перекидываний возникает некая напряженность. Но в случае, если вы закончите эту задачу, то у вас активируется дофаминовая система, которая выделяет гормоны, нейромедиаторы, которые доставляют вам массу удовольствия. А так как мы все время стремимся к тому, чтобы достичь любыми способами какого-то удовольствия и расслабления, и радости, то дофаминовая система, безусловно, будет ждать, когда же наконец-то она сможет войти в игру и по факту завершенной задачи сделать свое дело. В 1927 году советский ученый и психолог Блюма Зейгарник открыла интересную закономерность. Она заметила, что официанты гораздо лучше запоминают заказы, которые они еще не отдали, чем те, которые уже были отданы посетителям в кафе. Это навело ее на мысль, что те задачи, которые не были завершены в нашем мозге, удерживаются гораздо дольше. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы с вами начинаем что-то делать, но не заканчиваем, наш мозг будет постоянно находиться в том самом напряжении, о котором я говорила выше, и будет фиксироваться на том, что задача не закончена. Как это помогает в продвижении вперед? Например, если у вас есть какое-то большое дело, которое вы никак не можете начать, вы никак не можете осилить, то если вы начнете хотя бы просто 5 минут его делать, то ваш мозг уже будет фиксировать это не как большую, огромную, непосильную задачу, а как нечто, что вы уже начали. Эффект Зейгарник очень хорошо знаком тем, кто попадал в ситуацию, когда начинает делать что-то маленькое. Например, вы решили
помыть одну кружку, а в итоге перемыли там всю кухню. Либо вы начали разбирать одну полку в шкафу, а в итоге сделали большую генеральную уборку. Это тот самый эффект Zeigarnik. Он возникает еще и в обычной жизни, когда мы смотрим сериалы. Это когда в конце, знаете, ну вот опять на самом интересном месте. Безусловно, вот эти вот твисты, они заставляют нас возвращаться к этому сериалу, и мы начинаем смотреть следующую серию, потому что наш мозг понимает: ага, я не разобрался в этой ситуации, а что же там будет дальше? И с точки зрения психологии это называется когнитивный шум, создание когнитивного шума, когда вы постоянно возвращаетесь к одной и той же теме. Конечно, если с умом подойти к пониманию этих процессов, то эффект Zeigarnik можно использовать себе во благо. Например, создавать некие циклы задач, которые будут намеренно оставаться незавершенными. Можно дробить информацию на блоки, начинать чтение этой информации и изучение, но останавливаться, если у вас не хватает времени, да, и не переживать, что вы потом бросите. Скорее всего, вы к этому вернетесь. Но есть и минусы этого эффекта. Это постоянное состояние тревожности. Если вы способны осознанно подходить к процессу формирования незаконченных циклов, то тогда эффект Zeigarnik – это ваш большой помощник. Если вы склонны впадать в состояние тревожности, то тут, скорее всего, лучше эти гештальты закрывать сразу. Я не являюсь гештальт-терапевтом, но однозначно могу вам дать несколько рекомендаций, как использовать коучинговый стиль и коучинговый подход для того, чтобы снизить чувство тревожности и все-таки закрыть гештальты по обычным бытовым ситуациям. Как же закрывать подобные гештальты? Первое, что необходимо сделать, это задать себе вопрос: а что на самом деле меня беспокоит? Подумайте, какие ситуации в вашей жизни действительно вас тревожат, потому что не всегда то, что лежит на поверхности, является истиной. Второе. Найдите правильное слово для этой ситуации. Вам важно в этом случае обладать высоким эмоциональным интеллектом. Чем конкретнее и точнее вы назовете свои эмоции и чувства, тем лучше и полезнее будет для вас. Вам нужно отличать обиду, злость, тревогу, расстройство, замешательство, ревность. Вот все эти слова, они действительно важны. И чем, повторюсь, чем точнее вы назовете, тем будет лучше для вас. Третье, что необходимо сделать, это найти экологичный способ для того, чтобы выразить эти эмоции и понять относительно какой личности, если это личность, это происходит. Если это просто дело, доделайте его и успокойтесь. Но если это связано с вашим коллегой, с вашим партнером, с ребенком, с подругой, поговорите с этим человеком. Не знаю, поссорились вы, например, с коллегой и ходите друг с другом, не разговариваете. Вы можете делать вид, что вам все равно, но внутреннее напряжение все равно будет у вас. И это может даже отражаться на эффективности в работе. Самое лучшее, что можно сделать, например, пойдите купите 2 кофе, подойдите к коллеге и скажите: слушай, давай обсудим историю, потому что как-то она вот осталась у нас подвешенная. Хватит разводить детский сад, пошли во взрослую жизнь. Безусловно, будут такие ситуации, которые вы не можете разрешить. И здесь очень важно признать, что не все в вашей власти. Да, действительно, не все ситуации могут быть исправлены, не все ситуации могут быть доделаны. И если ваша история осталась в прошлом, вы можете обратиться на самом деле к психологу, гештальт-терапевту, который поможет вам эту историю в прошлом завершить. Но в настоящем, как коуч, я могу вам предложить подумать о том, как вы можете эту ситуацию отпустить. Поставьте в конце концов точку. Да, иногда это бывает сложно, но подготовьте для себя такую фразу, по которой вы поймете, что вы эту ситуацию завершили. Здесь можно либо поаплодировать себе, когда вы завершили какой-то проект, либо поблагодарить себя, если дело касается лично вас, что вы кого-то простили, отпустили. Можно сказать, глядя себе в зеркало: да, вся эта история осталась в прошлом, и теперь мы двигаемся вперед. Можно, поговорив с коллегой, поблагодарить его и сказать: спасибо, я рад, что это все закончилось, и давай постараемся впредь
больше так не поступать. Вы можете позвонить подруге и вспомнить, что у вас на самом деле больше объединяющих вещей, чем разъединяющих, и сказать: слушай, ну ты мой друг, я тебя люблю, давай оставим это все в прошлом. Решение поставить точку очень сильно помогает двигаться вперед. И самое важное, что нужно сделать, это поставить новые цели, поставить новый фокус и понимать, что прошлое, оно полезно тогда, когда там есть ресурс. Если в вашем прошлом ресурс отсутствует в этой конкретной ситуации, подумайте, чему она вас научила. Как минимум, она научила вас вот такими простыми шагами закрывать маленькие гештальты. Для всего этого нужен эмоциональный интеллект, для всего этого нужна смелость и уверенность. Поэтому я благодарю вас за то, что вы со мной. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал, закрывайте гештальты или используйте их в свою пользу. Ну все, пока!